Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем играть в террарию. Поиграл я еще с настройками микрофона, и по идее сейчас должно быть намного лучше, чем в прошлой серии. Я еще, конечно, потыкаю, помыкаю, но в среднем вот такой результат примерно и будет. Я стараюсь максимально близко говорить к микрофону, чтобы никакие звуки там не уходили в другую сторону, прям максимально рот склонять к микрофону и говорить. Окей, в прошлой части мы на чем остановились? Мы победили герцога Реброна, выбили из него там до хрена всего, но нам важны были крылья, которые вот у меня экипированы, и посох бури, да, с помощью которого мы будем убивать небесные башни. И знаете, вот что я подумал? Если мы сейчас попробуем убить императрицу света ночью, да, ночную версию, потому что дневную я сейчас не потяну без дракона звездной пыли. Попробую убить императрицу света. Делать ли мне это с помощью посоха бури, так как он все-таки нацелен на урон по площади, да, потому что у него акулки проходят, я знаю, сквозь мобов, по-моему, да, мне так кажется, я точно не помню, не использовал его много. Или же использовать ксенопосох, который прям, ну, мега ДПС имеет по единичным целям. Кстати, по-моему, проходят, но это не точно. Вот, я не знаю, наверное, попробую. Да, поэтому не верьте мне, я в прошлой части сказал то, что будем убивать там лунатика и прочего, но нет, не будем, как видите. Будем убивать императрицу света ночью. Я думаю, я готов, у меня снаряга самая лучшая до башен, поэтому все у нас, я думаю, получится. И если кто не знает, императрицу света можно призвать, убив... Ой, как она называется? Короче, насекомое, которое спавнится в наземных святых землях. Поэтому я сейчас лечу. Как мне больно прилетело по голове. Лечу сейчас в грибной биом, там где я оставил синюю свечку. Перетаскиваю ее в наземный святой биом и начинаем ловить. Призматическая златоглазка называется. Все, вспомнил. Память не отрыхлела еще. Но она появляется только ночью, поэтому я сейчас тэпаюсь туда. Если что, вот у нас святой биом. Я сомневаюсь, что джунгли подойдут. Поэтому, скорее всего, как-то надо будет тут сейчас факела расчистить. Все такое. И, в общем-то, вернусь ночью. Итак, вот ночь наступила. Я тут вырубил, пока была пауза, метеорит, чтобы просто не мешался биом мне лишний. И сейчас вот бежим сюда. Бежим. Кстати, надеюсь, мои эти хрены не будут убивать златоглазок моих, потому что, ну, будет очень обидно. Вот, буду сейчас ждать. Сачок наготове. Надеюсь, императрица света не вызовется. Если вызовется, то попробую убить. Короче, за первую ночь ни одной я даже не увидел в глаза. Хотя поставил синюю свечку, стоял такой, убивал мобов. Ни одной не заспавнилось. И я что-то думал перетащить сюда, взять кровать. А знаете зачем? А вот затем. Вот тут лечь и вот тут дрыхнуть, короче. И все. И до следующей ночи тут буду спать. Вот она, друзья, вот она. Вот она снизу летает, такая серенькая. Сейчас я ее... Оп. Все, схватил. Так, записал я, записал. Записал. Сюда. Сюда. Ну вот она у меня одна. Это вторая ночь. Начало ночи вы можете посмотреть. Только одна заспавнилась. Либо это мне так не везет, либо они реально настолько редко спавнятся. Ну, посмотрим. Итак, итого, спустя где-то 9-10 ночей, я уже сбился со счету, я смог наловить только 6 призматических златоглазок. Боже, заговариваюсь уже. Как-то так, я уже успел сдохнуть и все такое, но такое. Ну, короче, их очень редко спавнится, это прям очень раздражает, но... Что есть, то есть. Я не знаю, сколько я буду ловить, блин, их штук для убийства в дневном виде, да, потому что я буду умирать, я думаю, намного чаще, и там одной-двумя попытками, условно говоря, да, не обойдется. Ну, я надеюсь, что все будет у нас окей, что я смогу довольно быстро ее освоить и убивать прям их вот, ну, прям вот по КД, прям вот постоянно. Блин, гид мешает, ну ладно. А что, точка воскрешения удалена?
Теперь точка воскрешения привязывается к конкретной кровати, а не к тому, если ее сломали, она убирается. Довольно круто. Так, итого у нас есть 6 штучек. Сейчас я нагребаю зелий. И что нам медлить? Пойдем сразу убивать императрицу света. Ну как убивать? Пробовать убивать? Я на самом деле ее никогда в жизни не убивал, да, не пробовал, но я очень надеюсь, что у нас все получится. Так, вроде бы по зельям ничего не забыл. Ага, еда. Забыл, все. Full сетап зелий. Я считаю, я готов. Всего лишь нужно дождаться ночи. И будем ехать. Так, у нас ночь началась, поэтому не будем медлить. И еще предложение для вас. Я все-таки решил ее убивать на летающей тарелке, то есть мне нужны будут крылья. Я взял с собой свиток некроманта и эмблему. Сейчас быстренько их переодеваем. Конечно, урона это даст просто в разы больше. Так, все это бафаем дело. Ну и вроде бы, да, все, вот эти брюхоноги спавнятся, значит, можно начинать. Ой, страшно, страшно. Ну, чё можно сказать? Запись только можно проверить. На всякий случай запись идет. Поехали, друзья. Бафаемся. Полетели. Что-то прям вообще далеко. Такое ощущение, что мои миньоны, ну вообще почти ее не дамажат. То есть в среднем я выжил, ну где-то уже треть-четверть ночи, при этом они сняли ей, ну, довольно мало хп. Она не такая жирная, чтобы, ну, прям думать, ага, они, значит, ее так долго пилят. Нет. Ну, значит, все-таки ксенопосох здорово. Как говорится, сейчас беру опять бафы и пробую ее убивать повторно. Итак, я на месте. Бафы с собой взял. Я не буду ждать следующую ночь, я думаю, нам этого времени вполне хватит. Поэтому начинаем, бафаемся. Она меня зажала этим кругом, просто жесть. Ну вот видите, ксенопосох намного лучше справляется. Мне не повезло, она зажала меня просто в этот круг ее, и я не смог выбраться. А щита... кобальтового щита у меня нету, поэтому все получилось грустно. Ну, видите, это возможно. То есть, изи. Я думаю, мы справимся.
Кстати, друзья, знаете, что я еще подумал насчет аксессуаров? У меня незавершенный философский камень. А я тут мельком видел, когда выкапывал метеорит, вот где-то вот тут вот. Вот тут вот. Вот сундук. Его нужно выкопать, вдруг там будет браслет регенерации, который я смогу соединить. Конечно, шанс очень маленький, я даже не знаю как. Давайте вот прокопаемся, хз. Шанс очень маленький, сейчас даже проверю запись, чтобы вдруг ничего не потерялось. Очень маленький, что там будет браслет регена, но он есть. Если повезет, то все будет найс. Открываем. Так, открываем. Но выпал браслет. Все, офигенно. Я даже это брать не буду, я даже ничего сейчас делать с этим не буду. Браслет регенерации. Все, теперь мы сейчас делаем вот так срочно. Совмещаем философский камень. Блин, как же взлететь? Вот так. Очарование мифов. Все. И теперь его идем быстренько зачаровывать у нашего гоблинца на 4 к урону. Просто срочно, потому что уже началась ночь, а нам нужно убивать императрицу света. Мне этот браслет обновленный даст теперь такой буст в регене. То есть, ну, довольно сильный реген, кто не знал, от браслета регенерации. Плюс он еще совмещен с философским камнем. То есть вообще мега круто. Все, тэпаемся быстренько. Зелье я взял, я все взял. Быстренько тэпаемся в джунгли и бежим быстренько. Быстренько на бафающие наши станочки. Бафаемся. Аксессуары идеально одеты. Все окей. Раз, бафаемся. Еще раз призываем двоих. Кстати, вот еще одна. Опа, а вот ее мы сейчас и убьем. Повезло, кстати, без свечки. Так, зелье скорости, а что не пьется? Выпьем вручную. Все, поехали. Ну, это было почти, это было максимально близко. Ну, блин, чего-то вот не хватает. О, просто сердце бьется, сейчас сдохну, чувствую. Но мы почти справляемся, почти. Я даже не знаю, что нам не хватает. Но я настроен ее убивать в этой серии, вот прям 100%. Сейчас мы берем незамедлительно все бафы. Все бафы берем. У меня уже заканчиваются зельки потихонечку. Надо будет крафтить новые. И так, что еще не взяли? Зелья шипов не взяли. И что еще? А вроде все. И хор работает замечательно. Тэпаемся сейчас срочно сюда. Призываем тарелочки. Почти получается, видите, просто она меня зажимает каким-то образом. Чуть-чуть не хватает мобильности. Да, на крыльях, возможно, было бы все окей. Вот, кстати, еще одна словлена. Офигенно. Так, бафаемся. Нет, ничего не бафаемся. Запись проверена, но я ее не включал. Все окей. Теперь бафаемся. Призываем еще. Поехали.
Ну вы это видели, ну почти, ну блин. Она очень быстро кастует свои атаки, это просто невозможно. Я не знаю, я сейчас буду пробовать за кадром это делать. Но это прям мега потно, нереально. Back to the sound. Убил! Убил! Да, 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 да. Господи. Я это сделал. Обосраться. Вот, кстати, еще одна летает. Срочно ее словить. Фу, я хоть записал это, записал. Да, 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 да. Господи, ну это с третьей попытки после того, как я закончил прошлую запись, да, у меня было еще 2 смерти, и вот это вот следующая вот все-таки победа. Фух, наконец-то. Я не знаю, можно было бы ее еще раз попробовать убить, но зелье могу и накрафтить, но пока не буду этим заниматься. Ну что, проверяем еще раз запись, запись идет. Друзья, ну это благодаря вашей поддержке, вашим просмотрам и лайкам. Спасибо вам большое. Императрица Света убита до башен. Реликвия просто зашибенная. Теперь камера приближается. Открываем. Из первого падает калейдоскоп. 400 урона призывного. Тут 250. Призматический краситель класс. И парящая эмблема тоже имба. Жалко, ее сюда нельзя повесить, но... Но. Офигенно, калейдоскоп выпал. Это просто жесть. Все, это лучший хлыст для призывателя вообще в игре. Это просто нечто. Он мега красивый, мега балдежный. Ее даже фармить сейчас не придется. То есть я сейчас делаю вот так. И думал, уж придется фармить. Но благо, что нет. Крылья императрицы сейчас протестим, смотрите. Я одену сейчас это все обратно. Аксессуары надо 3 штучки положить. Вот смотрите, вот так летают крылья Реброна. А так летают крылья императрицы. По-моему, медленнее, да? По-моему, медленнее. Я не знаю. Нет, по-моему, идентичные они. Но не мега красивые. Они мега красивые. Они нереально. Я их буду использовать, я их даже перечарю. Сейчас все положу в сундучок. Но не мега балдежные. Такие розовенькие, красивые крылышки. И кстати, нет, не положу в сундук. Возможно, серия чуть-чуть затянется из-за вот таких долгих разговоров, но парящая эмблема. Просто смотрите на это. Это просто нечто. На этом летать одно удовольствие. Просто кайф. Ну, в общем, как-то так. Ну и теперь самое интересное, я считаю, перечарить наш калейдоскоп на легендарный. Это будет, я думаю, очень долго, но это будет того стоить. У него под 500 урона может быть, если он будет легендарным. Ну, там плюс-минус, конечно, но... Вот дикий уже 400. Ну, хотя, не, мне кажется, 500 вряд ли, а вот 450 вполне возможно. Окей, я вернусь, когда смогу найти легендарный.
И вот он, легендарный калейдоскоп. 403 урона. И все остальное видите на экране. Увеличиваю шанс критического удара для призывных существ на 10. Я посчитал, такими свойствами обладают только калейдоскоп. Ну, посмотрите на эту красоту. Это просто нечто. Такими свойствами обладает калейдоскоп и утренняя звезда. Все, 2 хлыста в игре дают прислужникам крит урон. А при случае с призывателем, да, это очень круто, потому что в случае с тарелками даже они дамажат очень часто. И урон x2 их это просто нечто. Я, кстати, забыл перечарить свои крылышки, так что отправляюсь. Вы можете спросить, зачем я убивал герцога Реброна, если при убийстве я не пользовался, ну, при убийстве императрицы Света я не пользовался ни крыльями, да, Реброними, ни посохом бури. Спросите, зачем я убивал Реброна? Так ответ же прост, это маленький Реброн, он дал мне удачи. Ну, вообще, серьезно, я думал, то, что крыльями буду пользоваться, но прибавка к моим прислужникам слишком меня манила, поэтому я решил все-таки использовать другие аксессуары. Ну, а посох, вот вы сами могли видеть, он не подходил для императрицы, потому что мои миньоны слишком глупые. Ну, эти, в частности. У них слишком медленные снаряды, они не могут по КД наносить урон. Зато они отлично себя покажут в битве с башнями. Но лунатика я все равно буду убивать с помощью ксенопосоха, поэтому мои эти дружки проработают недолго мне. Ну, на этом я буду заканчивать. Спасибо всем, что посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, зовите друзей. Всем удачи, всем пока. Пока.